Всем привет! Это Вьетнам, город Хой Ан. Постараемся сейчас исследовать этот город, поснимать. С погодкой, правда, не повезло сейчас, но думаю, что на наше настроение это не повлияет. Тем более, что мы не загорать сюда приехали, не на пляж. Ладно, поехали! Хой Ан – это прибрежный город в центральной части Вьетнама с населением примерно в 120 тысяч человек. Расположен он рядом с крупным курортным городом Да Нанг, который находится всего в 25 километрах от него. Да Нанг я как раз показал в предыдущем выпуске, обязательно посмотрите, кто еще не видел. Обычно туристы совмещают свою поездку, посещая оба эти города, чтобы разнообразить свое путешествие. Хой Ан – это небольшой и уютный городок со своими уникальными особенностями, и я заметил, что он очень притягателен для путешественников из разных стран. В Ничанге я частенько встречал путешествующих европейцев, которые были там проездом, и многие из них стремились попасть именно в Хой Ан. Так чем же он так примечателен, и почему туда стремятся попасть множество туристов и бэкпекеров? Давайте сейчас и посмотрим. Хой Ан славится своей историей и умиротворяющей атмосферой. Неспроста само название Хой Ан переводится с вьетнамского как «праздник спокойствия». Облик города и быт горожан формировались здесь столетиями. Хой Ан отражает сплав культур коренных народов чампов и вьетов с иностранными культурами – китайской, японской и европейской. В наши дни это туристический город-музей со своей особенной исторической архитектурой. Его сердце – это старый город, построенный вдоль реки Тхубон. Он даже внесен в список культурных охраняемых объектов ЮНЕСКО. Исторически Хой Ан был одним из крупнейших портовых городов Восточной Азии, и назывался он тогда Файфо. В этот оживленный порт съезжались купцы со всей Азии. Здесь сложились процветающие кварталы китайских и японских торговцев. Через Файфо шли товары из Европы и Индии в Китай и Японию. Присутствие иностранных купцов в Файфо было значительным, и уже к 17 веку в городе существовали китайская и японская фактории, то есть торговые поселения, образованные иностранными купцами. Главные торговые улицы шли вдоль реки Тхубон и были застроены зданиями, в которых жили выходцы из Южного Китая и Японии. А это одна из главных достопримечательностей Хой Ана – японский мост. Он является символом города и даже изображен на гербе. Так, сейчас посмотрим на него, как он выглядит со стороны. Этот небольшой крытый мост был открыт в 1593 году. Переброшен он был через небольшой канал для соединения японского и китайского кварталов. Эта достопримечательность настолько известна и популярна, что даже изображена на вьетнамской голубой купюре номиналом в 20 тысяч донгов. Кроме китайцев и японцев, со второй половины 17 века частыми гостями в Файфо были голландцы, французы, испанцы и португальцы, некоторые из которых тоже имели в городе небольшие фактории. Параллельно с европейскими торговцами в Файфо действовали и католические миссионеры из различных монашеских орденов. С начала 19 века Хой Ан переживал период экономического спада. Но интересно, что сокращение доходов местных торговцев позволило сохранить историческую застройку. Дело в том, что из-за отсутствия ресурсов купцы не перестраивали старые деревянные здания и очень редко применяли при реконструкции современные материалы. На сегодняшний день в Хой Ане имеется более 1000 официально признанных зданий исторического значения. Старый город Хой Ана больше, чем другие города во Вьетнаме, сохраняет атмосферу минувших веков. Его планировка и многочисленные древние строения отражают местное и иностранное влияние на архитектуру и быт доколониального Вьетнама. Еще во Вьетнаме строения в подобном стиле были в старых кварталах Ханоя и Хошимина, но там они почти не сохранились до наших дней. В
Хойяне же старый город был объявлен объектом национального культурного наследия, а его древняя застройка государственной собственностью, охраняемой законом. Помимо того, что старый город сохраняют в своем исходном состоянии, его окружает еще другая, более обширная зона, строительство в которой строго регламентировано указами и нормативами. Новые постройки там не должны нарушать общий ансамбль, а также архитектуру и экологическую среду памятников истории. Также власти следят, чтобы при реконструкции исторических зданий использовались только традиционные материалы. В наши дни Хойян не является торговым портом, а большая часть населения ориентирована на туризм. Кроме того, Хойян славится своими швейными и обувными мастерскими, ателье, а также производством традиционной керамики, резьбой по дереву и рыбной ловлей. Также здесь выращивают рис и овощи. А это вечерний Хойян, и мы в центре старого города. Сейчас посмотрим, что здесь интересного. Здесь набережная, речки, можно покататься на лодочках, разные магазинчики, разные заведения. Так что пойдемте посмотрим. I think I try something like this. What is it? It's sweet soup. Sweet? Sweet soup. I don't like sweet. You don't like sweet? How do you live your life? No sweet. I live in Nishanka. I try many things. Now, if you ever want to taste something sweet, eat here. It's really amazing. Okay, thank you. Thank you. You don't like sweet soup, right? I don't like it. You give me this to try. I can eat, but not enjoy. Same. Small. But little hair. Cute. Вечерняя набережная с мостами – это самое оживленное место города. Здесь различные бары с музыкой, стритфуд, сувенирные лавки, красочные фонарики и множество вьетнамских лодочек, в которых можно романтично поплавать по реке. А еще есть такая красивая традиция – опустить в воду маленький горящий фонарик желаний во время плавания. И мы тоже решили взять такой с собой в лодочку. Такое здесь огромное количество лодок, и все катаются. Но я думаю, что не прокатиться здесь, это значит, наверное, не побывать толком в Хойяне. Здесь такая атмосфера, горят фонари. So what you can say, Lily? Beautiful, too much, beautiful. This is for luckiness. They have this lantern for luckiness to the Lee River. Like this. Fuck. It's really windy. Burn them all. Ta-da! This for luckiness. Alo. Đừng mở cánh đầu, đừng chờ tí, đừng mở cánh đầu. Oh, beautiful. Pictures. Pictures.
Чупуна мой. This is the first time I've been in Hoi An. It's cool and nice, romantic, and it's really cool weather. I just love it here with the calm atmosphere and all people look so happy. Me too. I'm happy to see this thing. It's nice and twinkles, light, and everywhere. It's just really cool. I've never seen this in Nha Trang, and now I'm just here. In China, we also do this, like give lantern to the river and pray for luckiness. Yes, same. And beer for luckiness in Vietnam. Saigon, beer for luckiness in Vietnam. А сейчас мы перешли мост и прошли на остров, называется Анхой. Остров Анхой расположен также в центральной туристической зоне. Он тоже является частью старого города. С основной набережной к нему ведут 3 моста. Один расположен рядом с японским мостом, он пешеходный и самый оживленный. Вечером он ярко подсвечен. Второй расположен около площади Самхуай. Он тоже оживленный, но по нему ездит транспорт, как и по третьему мосту, расположенному ближе к краю острова. Здесь также маркет, вот рыночек, разные заведения, стритфуд, сувениры также. Пойдемте посмотрим дальше, что здесь вокруг. If you want this, of course, let's try. Có nước chấm gì không hay? Tell me, what you taking? The same Hanoi. What Hanoi? This Hanoi. shrimps? It's a gum lake. We have these shrimp cakes too. So you from Hanoi, yeah? Not from Hanoi. Me from Hanoi, yeah? What is the name of your city? Halong Bay, yeah. Halong Bay? Near Halong Bay. Yeah? Okay. Вот у них заготовочка лежит, и они ее так разрезали, пожарили, подогрели. The sauce is not same in Hanoi, just this. And What is it? this is just only, mayonnaise? yeah, it's just shrimp. Okay, let me try. But the special thing in here is a sauce, but here just chili sauce, nothing more. With mayonnaise, yeah? Yeah. This is One, street food, yeah? yeah, kind of street food. Hot. Huh? It's hot. You want to try? Yes, I want to try. They try to copy Hanoi, but So much oil, fatty dish, but good. But sauce, of course, yeah. Simple sauce. На этом острове такая же набережная с цепочкой разных баров. Здесь самая веселая часть города Хой Ан. В конце набережной тут есть парк с арт-объектом, называется «Лунный центр». Это небольшой театр и арт-выставка. This is hotels, not hotel, people house. See, bike. but here shop too. Maybe something interesting. And we go and check. Check what? People house. Yes, how people What? live.
people don't watch these. Всякие квартиры здесь, дома обычные. Но это обратная сторона. Туристическая сторона вдоль реки. This is another bridge. Another. Here 3 bridges. Так как с развитием туризма в Хойян стали стекаться гости из Европы и Америки, здесь множество кафе и ресторанов, ориентированных на таких туристов. Когда мы только приехали в город, после заселения в отель заехали в ближайшую бургерную с живописным видом на реку и на мост. Называется «Три дракона», «Three Dragons». Здесь можно что-то поесть европейское. Вьетнамская кухня немножко мне уже приелась. Соскучился по бургерам на самом деле. Здесь очень классный вид, несколько заведений прямо на берегу здесь. Апельсиновый сок заказали. На Бали мне принесли как-то обычный пакетированный сок. Это настоящий апельсин, такой мандариновый вкус. Здесь апельсины зеленые во Вьетнаме. И вкус у них такой, как у мандаринов. Напишите в комментарии, видели ли вы когда-нибудь зеленые апельсины. Вот во Вьетнаме здесь такие. Шоколадный коктейль. Very good. Do you like this? Of course I like it. Try. This one? I tried it before. No, don't record me too much. Why? I mean later record me and everything and I send to my mom. This is really a good taste. I like very much. Вот такое луковое колечко кладут. Картошка фри сразу же идет в наборе. Ладно, сейчас попробуем бургер. Выглядит так мощно. Ну давай. Очень вкусная котлета. Классное место. А на следующий день мы решили попробовать что-то местное и приехали в кафе, где готовят аутентичные блюда Хойяна. We just arrived here and I need to try these dishes. Very famous in Hoi An. This one, the most famous one in Hoi An. This I have no idea. First time I try this. This too is the most favorite, the top favorite dishes in Hoi An. You read about this or why you choose this? And I just, you can find it anywhere you want. Around these ancient cities, you can find anywhere you want. Сейчас попробуем все вот это дело. The top favorite, Top? yeah, the Top the of- famous. But where you get this information about this? Internet. Of course, where? Tell to followers where you get information, where they can On find. fucking internet. Hey, don't swear like this. This is not polite. Okay, so on internet you can find all kinds of information, a situation. Okay, let's see. Это блюдо с лапшой као-лао. Као-лао – это сложное блюдо, которое готовят только в Хойяне. Настоящий као-лао готовят из воды древних чамских колодцев, которые спрятаны в окрестностях Хойяна. Лапшу предварительно замачивают в колодезной воде и щелоке из золы определенных растений, а привозят эту золу с Чамских островов, расположенных недалеко от Хойяна. Такая подготовка придает лапше эластичность, особую текстуру и характерно светло-коричневый цвет. По-моему, это все крайне необычно, но говорят, что местные могут почувствовать разницу во вкусе и текстуре. Лапша в као-лао более твердая и крупная, похожа на японский удон. Подается с небольшим количеством бульона, сваренного на костях. В состав блюда входят кусочки свинины со специями, зелень салата и ростки фасоли. Украшается рисовыми крекерами. Это микуанг с курицей, самое популярное блюдо в этом регионе. Основные ингредиенты – это рисовая лапша, мясо, зелень и небольшое количество теплого бульона. Бульон готовится путем тушения мяса с добавлением рыбного соуса, перца, лука-шалота, чеснока и куркумы, придающие бульону желтоватый цвет. Подается со свежими травами и украшается арахисом. Мы ели это в Дананге. Вкусный бульончик и там, и там.
Это хэнчон, тоже местное блюдо. Здесь такие очень маленькие мидии моллюски, жареные с луком, с добавлением специй и рыбного соуса, украшенные арахисом, зеленью и луком фри. Моллюски размером с гречку, как гречневая крупа. Ну, попробуем. Такой рыбный вкус у них. Они очень маленькие, эти моллюски. Как они их вообще чистят? Достают из раковин, вообще непонятно. Настолько маленькие создания. В Хойяне очень большой выбор хостелов, недорогих гостиниц, вилл и отелей. Но мы выбирали практически наугад. И в итоге заехали в уютный отельчик в деревне Камнам, расположенной на отдельном протяженном острове посередине реки Тхубон. Попадаешь на него прямо из старого города через единственный мост, который тоже называется Камнам. По быту эта деревня почти не отличается от центра Хойяна, но здесь более тихо и спокойно. Отельчик, который мы выбрали, располагается прямо на берегу реки и называется Autumn Bay Retreat, что можно перевести как пристанище в осенней бухте. Владельцы этого местечка – это интеллигентная, добродушная и очень гостеприимная семья вьетнамцев, которые переехали сюда с севера Вьетнама и построили такой уютный гостевой дом для туристов. Сами они живут на первом этаже, а выше удобные комнаты со всем необходимым. Также тут общая столовая и есть даже кухонная зона для гостей. Сделано и оформлено все со вкусом и очень душевно. Умиротворяющее спокойствие реки, сезонная прохлада и доброжелательность хозяев просто убаюкивали. Но нам все же в этот раз кое в чем не повезло. 4 часа утра начался вот такой звон. Как оказалось, здесь поблизости готовились похороны, и таким образом они начали свой ритуал. Это действительно какая-то странность, и такого до этого во Вьетнаме я вообще не встречал. Ну а потом начался обычный процесс с их похоронным маршем, под который уж точно не поспишь. Это вообще, конечно, кошмар. С этим, конечно, не повезло в тот раз, но сам гостевой домик рекомендую к посещению. Во-первых, он новый и уютный. А во-вторых, максимально доброжелательное отношение хозяев вызвало у нас очень позитивные чувства. А в прощальный завтрак меня даже угостили особой вьетнамской настоечкой, которая считается полезной для здоровья. Special taste. Herbal. Herbal. Smoke. Good for man. Understand? All right. Good, very good. Thank you. Thank you very much. Welcome. Попробуем еще травяного вина, вот это реально травянистый такой запах. Вино это 30 градусов, 30-35 даже может быть, он говорит, хозяин. От острова Камнам, где мы остановились, построен еще один мост. Он ведет на островок, посвященный истории и древнему быту Вьетнама. Здесь построен туристический парк, который называется Hoi An Impression Park. Так как это было совсем рядом от нас, нам стало любопытно туда тоже попасть. Здесь проходит какое-то шоу,
но мы в него решили не идти, а просто погулять по этому острову, по парку, посмотреть, что здесь есть. Концерт называется «Воспоминания Хой Ана». Вход уже там турник платный. Мы туда не пойдем. Здесь есть даже свой буддийский храм. В буддизме есть такая новогодняя традиция – предсказание. Нужно помолиться и с закрытыми глазами потрясти специальную коробочку с палочками. На каждой палочке написан свой номер. Когда одна палочка выпадет, нужно посмотреть значение номера, написанного на этой палочке в специальной книге с расшифровками. Это и будет предсказание на Новый год. So I'm trying to do this today. Let's see what will be. I actually have no experience working this, but I think I will try to get the furthest cards. It's work like that, but normally people just fold 1 or 2 cards. They're full already, can't. Yeah. Now let's check it out. So my number is 91. Oh, super good. Oh my god, I'm so happy to Super listen. good? Cảm ơn nhiều. This is the most powerful and luckiest card. Really? Yeah. from 91? God. Yeah. It's you amazing. didn't I'm know? so happy. I don't know. I just chose it. I'm so happy. Everything will like what you want. Wish. I'm so happy. Oh my gosh. В Хойяне много разных локаций, которые интересно было бы поснимать. Но в этот раз мы успели съездить еще только в глиняную деревню. Деревня называется Тханьха. Расположена она в нескольких километрах от центра Хойяна на побережье реки. Сюда меня привлекли фотографии из интернета. Там есть музей под названием Терракота Парк. В нем есть целая коллекция самых известных архитектурных сооружений со всего мира, сделанная из глины. Эти миниатюрные здания и было интересно увидеть своими глазами. Пойдем сейчас посмотрим здесь и потом уже пройдем в эту глиняную деревню.
Считается, что местные ремесленники достигли такого мастерства в изготовлении гончарных изделий, что могут сделать из глины практически все, что угодно. Многие поколения жителей Хойяна имели посуду отсюда. Ее также вывозили на продажу в другие города и за границу. Вот здесь небольшое отделение, выдают подарочки, маленькие рыбки, животные, вот такие штуки. This is for free. What is it? People house. Go, experience house. Yeah, this is how they make. Oh my gosh. Sticky. How they make this? And this. And why that start to be brown? They have to burn, cook it, Burn? and then it hard. Раньше еще в деревне производили кирпичи, но печи для обжига были закрыты из-за дыма, загрязнявшего воздух. В Хойяне, как и везде, тоже выращивают рис в больших количествах. И эти ярко-зеленые пейзажи рисовых полей, конечно же, привлекли мое внимание и в этот раз. Здесь мы еще встретили такого забавного пастуха на буйволе. Синчао! Oh my god. Oh, so warm back. This is really... I sit really on... Yeah, buffalo. Я сижу на реальном мясе. Это обед. This is dinner. Cảm ơn chú. Oh my god. Yeah. This is really natural back skin. Like all people, all animals, creatures. You want to go more? Yeah. When moving, so slippery. How do you feel? It's like I sit on big fat man. Sing, come on. По итогу наша короткая, но насыщенная поездка в Хойян и исследование этого города-музея оставила очень теплое впечатление. До этого я уже приезжал сюда однажды, но все получилось тогда уж очень бегло. А в этот раз удалось полноценно погулять по этим уютным улочкам, сохранившим свой исторический колорит. Здесь и длинная красивая набережная с лодочками,
и яркие китайские фонарики вечером, и простые доброжелательные люди, и свои особенности приготовления блюд. После этой поездки я как-то еще немного глубже проникся Вьетнамом. Надеюсь, что в дальнейшем приеду в Хойян опять. Я был здесь, и всем любителям Вьетнама советую обязательно там тоже побывать. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.